Но все-таки, друзья, кто ищет, тот обязательно найдет. И среди грибочков этих всех засохших попадаются... Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня я решил заехать снова в эти поля для того, чтобы глянуть, есть еще однобочки или нет. Был буквально вчера, чуть-чуть поморосил что-то слегка дождик, но этого, конечно же, для грибов мало. А насобираю я грибы или нет, мы сейчас все с вами увидим. Но прежде, кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. И теперь перейдем к просмотру. Первая хорошая грядочка. Однобочек. Так, отличненько. Как вы видите, они все маленькие повырастали. Вроде бы дождь был. Или не было его. Такой дождь был, что и не скажешь, что дождь. Что-то даже землю не намочил нормально. Но грибочки, как мы с вами видим, все-таки выросли. И неплохо выросли. По крайней мере, первая грядка, которую я нашел, очень хорошая. И все, смотрите, какие они молоденькие. Именно маленькие, хорошенькие. Пойдут в баночку у нас. Смотрите, сколько их здесь. Усыпанное поле. Так это еще не все, они там еще дальше идут. Сейчас мы с вами все их и посмотрим. А вот он, видите, какая тут красота. Молодничок. О, вот это пойдет. Так что у меня есть такое небольшое ощущение, что я сегодня снова буду с грибами. Хотя я даже и не ожидал. Заехал просто так. Думаю, заеду, гляну все-таки. Есть, нету. А как оказалось, они тут есть. Друзья, я здесь хожу по полю. Как вы помните, я здесь уже неоднократно был. В этот раз я заезжал со стороны Заречного, но и вообще никому не рекомендую. Там через поля идет какая-то речка, эту речку раскатали. Там такая грязища, что лучше заезжать через Дружное сюда. Ну вот, кстати. А что я, кстати, делал в Заречном? Я был на рыбалке. Что это такое? Ага. Это у нас, друзья, вот так вот единичные экземпляры попадаются. Но мы будем снимать только большие грядки. По одному это не очень интересно. Ну, а нахожусь я, естественно, если ехать в Симферопольском районе. Я нахожусь, если ехать со стороны Ивановки в сторону села Дружное. Там будет на Дружное поворот налево. А вам, естественно, направо, и вы окажетесь на этих прекрасных полях. А вот что происходит с одной бочкой из-за того, что нет дождя. Как вы видите, она вся засохла. Целая грядка стоит полностью сухих грибов. Можно нарезать уже и не сушить. Сразу же будут сушеные грибочки. И здесь, кстати, попадается очень много. Вот так походить. Видимо, кто-то прозевал, я не нашел. Еще кто-то здесь тоже их собирает. Тоже не нашли, оставили. И так они здесь на поле и подсохли. Ну, ребята, среди засохших и попадаются вот такие вот хорошие грядочки. По одному, по два красавчика все-таки здесь есть. А вот еще здесь можно что-то-то и выходить. Ну, уже, конечно же, не те результаты, как были изначально, когда они только поперли. Здесь их было просто навалом. Все-таки, друзья, кто ищет, тот обязательно найдет. И среди грибочков этих всех засохших попадаются вот такие вот молоденькие. Даже большие, очень даже хорошие попадаются. Здесь у нас целая грядка. Сухие я, естественно, пооставляю. А свеженькие все заберу. Ну, по крайней мере, те, которые я понахожу. Так что грядочки попадаются. Главное походить, поискать.
Не расстраиваться, как говорится, раньше времени. Так, это суховатые. Ну, сейчас мы найдем что-нибудь еще хорошее. Здесь, смотрите, сколько сухих много. Все позасохли, целое поле засохло. У меня тут буквально несколько дней не было. И грибочки засохли. Так, друзья, продолжаем мы собирать с вами степную вешенку. Уже дно в ведре прикрыто. Вы посмотрите только, какие они маленькие, молоденькие. Им именно сейчас сезон, что прости. А дождика нету. Если был бы дождик, их бы было здесь усыпано, конечно. Ну, ничего. Нам и столько хватает. Сейчас мы еще походим, поищем. По полю погуляем. Кстати, кто ищет себе места, ориентируйтесь вот на такую колючку. Очень уж она любит, одна бочечка, эту колючку почему-то. Руки все поколоты всегда, но зато при грибах. А вот я еще нашел очень даже красивый пучочек грибов. О, красота какая. Пойдет все в ведро. Очень даже неплохая попалась грядочка. Ну, как на сегодняшний день, то очень даже хорошая. Видите? Красота, молоднячок. Так, здесь они еще есть. Вот они попрятались. Все маленькие, хорошенькие. Кстати, готовить их можно жарить, варить можно. Очень хорошо они себя показали по вкусовым качествам, если их добавлять в суп, допустим. Ну и естественно, такие мелкие очень идеально, если их замариновать в баночке. Будет очень вкусно. Так, продолжаем наши сборы. И все-таки единичные варианты и крупненькие попадаются. Видите, какие они молоденькие, хорошие. Вот такие вот красавчики. А вот еще, кстати, видите, парочка. Ну, нету такого урожая, конечно, приходится походить, поискать. Я уже прошел очень много для того, чтобы понаходить грибочки, но похожу еще поищу. Ну что, друзья, сегодня у нас вот такой вот результат. Ведерко грибов, но все-таки есть, несмотря даже на засуху. Я их поднабрал, все обалденные, хорошие, идеальные. Я сухие не брал, и поэтому у меня получилось ведерко хороших, свежих грибочков. Ну что, друзья, вот такой вот небольшой получился сбор. Конечно же, грибочки еще попадаются, но не в том количестве, как хотелось бы. Грибочки есть, но очень мало. Если не будет дождя, то скоро их вообще не будет. То есть, так сказать, порекомендовать, что уезжайте все за грибами, я не могу, потому что я обошел очень много, чтобы насобирать это ведерко. Ну все, друзья, всем, друзья, добра и мира. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем полных корзин и до новых встреч в новых видео. Всем пока!